Добрый день, дорогие друзья! Вот хочу вам представить сегодня мастер-класс вот такой вот вазочки, символ 2021 года. Вот такая идея у меня пришла в голову тогда, когда приехал ко мне в гости мой сын, и я поняла, что мне нужно сделать подарок детям, такой, чтобы это было что-то такое совместное, вот не индивидуальное, во всяком случае, для каждого. И вот пришла идея в голову сделать вот такой вот мастер-класс, вот такой вот вазочки. Вот как ее сделать, я вам сейчас покажу и расскажу. И еще у меня есть к вам предложение, если кому-то нужно, чтобы его работы увидели все мои подписчики. Пожалуйста, можете прислать мне фотографии. Я постараюсь их встроить в свои видеоролики со ссылкой внизу в описании на ваши соцсети. Сплести вот такую вазочку. Я взяла вот такую вот формочку. И на картонке вот так вот обвела донышко 2 раза. Так, чтобы форма была поставлена вот таким вот образом, чтобы и на то, и на другое. Вот окружность или круг, формочка стояла. Вот так, перекрывая немножечко друг друга. И теперь вот для этого нужно сплести вот такое вот донышко. Для того, чтобы сплести вот такое донышко, вот я расчет происходит точно так же, как и обыкновенный овального донышка. То есть вот я померила расстояние, не вот это расстояние, да, а вот это вот расстояние. Оно получилось 11 сантиметров. Вот. И поделила пополам, естественно, и отложила сюда 5,5 сантиметров и сюда 5,5 сантиметров. Вот это вот расстояние, то, которое мне нужно набрать для того, чтобы начать плетение стоечки. Значит, вот таким вот образом я хочу это сделать. Здесь не очень большая формочка. Почему? Потому что она будет сдвоенная, да, сдвоенная. И сама по себе ваза будет, ну как, не такая сильно маленькая. Поэтому я и решила, что больше форму брать не надо. И выбрала вот такую вот форму, чтобы у него было более плоское такое донышко, чтобы было легче было плетать все это, да. В связи с тем, что сейчас у нас открылся магазин Fist Price, там можно вот очень много всяких разных пластиковых формочек. И вот это вот обыкновенный контейнер с крышкой. Что меня больше всего здесь привлекло, то, что у него нет бортика. Вот бортика. Прищепочки можно вот так вот спокойно ставить. Они будут хорошо держаться. И вот поэтому я хочу взять на середину всего одну трубочку. Вот. Подложить стоечки вот так. Вот таким вот образом. Чтобы в середине была всего одна трубочка. Вот так. Значит, и обратите внимание, значит, в связи с тем, что она будет двухцветная сама по себе, ваза, да, и стоечки тоже. Вот. Если с этой стороны будет коричневая ваза, с этой стороны будет вот такая вот бежевая другого цвета вазочка, да, то и, естественно, и стоечки. Вот уже дальше, вот на эту вазочку, вот это у меня будет средняя такая стойка, как бы общая, да, и вот таким вот образом сюда, здесь 4 стоечки получилось, а здесь на этой стороне 5 стоечек, вот такого вот, 3 стоечки, то есть вот другого цвета. До определенного момента, вот до этого момента, да, вот пока начнутся вот сам по себе овальчик, я буду плести все время одним цветом трубочек. То есть вот я возьму коричневые трубочки. Не потому, что мне так нравится, чтобы, допустим, слева была коричневая ваза, справа там другого цвета. Вот у меня так получилось, что вот трубочки мои еще светленькие, не очень готовы, влажноватые немножко, а коричневые уже достаточно такие, то есть оставшиеся с прошлого плетения. Вот так. И теперь начинаю оплетать, пока вот до этого вот момента, где вот у меня сужение идет, да, просто как обыкновенное донышко
ой, не круглая, а эллипсовидная. Значит, вот все, начинаю первый ряд пройду, для того, чтобы закрепились мои стоячки. Вот. И до момента вот сужения буду плести просто коричневыми трубочками с той самой разницей, да, что вот здесь же нам надо будет наращивать трубочки, вот наращивать трубочки, да, вот здесь с этой стороны буду подставлять светлую трубочку, стоечку, а здесь вот темную. Единственное, что вот останется одна коричневая трубочка в серединке. Ну, пока это, скажем так, идет общее такое донышко без поднятия самих стенок, да, это пока что ну, особого такого значения не имеет, потому что я все равно оплетаю коричневой трубочкой, чисто коричневой трубочкой, поэтому, а как только я дойду вот до того момента, когда нужно будет поднимать стенки, я вот эту стоечку с этой стороны просто поменяю на светлую, так, чтобы она у меня нигде не фигурировала уже на стенках самой вазы. А пока что нормально все происходит. Вот таким образом я пока сейчас оплету по кругу. Ну, как оплетать вот такое донышко, я думаю, показывать уже просто даже, ну как, я не стану. Почему? Потому что это всем уже и так понятно. До момента, вот до вот этого момента я просто плету по кругу, добавляя сюда стоечки при необходимости. Так, ну вот хочу вам показать, что у меня получилось. Значит, я уже дошла до того момента. Вот смотрите, у меня уже вот эта часть заполнилась. И теперь мне нужно сделать так, чтобы получились вот такие вот у меня как кругленькие такие части этого донышка. Вот я дохожу до середины. Вот она у меня средняя стоечка, как я уже говорила, относительно которой вот потом будем все время работать. И вот эту трубочку одну оставляю вот здесь. И сейчас возвращаюсь назад и ситцевым плетением вот дойду до того момента, да, когда у меня заполнится вот эта часть. Вот, потому что здесь у меня уже такие округлые донышки, здесь у меня почему-то получилось вот немножко великовато. Ну, это может и у вас также получится, поэтому я говорю. Вот, доходя до средней, еще один ряд дохожу до средней, потом начинаю отступать вот так каждый раз. То есть заводить вот эти вот округлости. Если я дойду вот до этого места, и у меня уже здесь заполнится, да, ну, сейчас я вот одну секундочку. Так, вот, как видите, пока что... Ой, выскочила моя трубочка. Вот этот ряд у меня должен дойти до самого конца. То есть не до самого конца, а до самой вот средней трубочки, как я уже говорила. Вот она у меня. Здесь я на ней заворачиваю и возвращаюсь вот так вот назад. И теперь уже в следующем ряду я не дохожу одну стоечку до средней половины. То есть я сейчас оплетаю коричневую часть. Вот у меня средняя трубочка. На ней я заворачиваю вот таким образом. Так, вот здесь вот почаще прикладываем к форме, ну, к картонке, которую вот я сделала. Вот так. Опять-таки здесь не дохожу одну стоечку. И как видите, уже вот на закругление пошло. Вот. А здесь у меня вот так получилось, что вот здесь еще можно один ряд пройти сюда. Но если я его сейчас пройду, вот до самого конца, да, то тогда вот не смогу вернуться сюда назад. Поэтому я вот сейчас до средней трубочки дошла. То есть мы как бы сами регулируем, где и когда нам повернуть, на каком, как ложится вот сама по себе вот плетенка относительно лекала, да,
И если, допустим, вот на этом месте еще можно дойти, сюда, до этой трубочки, значит, доходим. Если нет, значит, поворачиваем уже раньше вот этой самой крайней стойки. Так, вот я повернула, не доходя. Здесь, не доходя 2 стоечки, возвращаюсь еще один раз назад, вот так. Вот. И все. Вот моя одна сторона уже готова. Готова к тому, чтобы потом оплести один ряд, вот так вокруг. Нужно будет еще веревочкой. Вот здесь я оставила трубочку от веревочки. Вот она, трубочка. Опускаю ее вот так вот вниз. Здесь можно было вытащить ее вот сюда. Вот так вот. И начинаю оплетать все то же самое вот с этой стороны. Опять-таки устанавливаю плетеночку на лекало, так чтобы это было четко видно, где это и как. И начинаю дальше оплетать вот эту сторону. Вот здесь заворачиваю назад, не доходя одну трубочку. Вот. Ну, сейчас вот это до конца доделаю, потом включить, покажу, что у меня получилось. Так, ну, вот одну сторону я уже закончила. Закончила одну сторону. И теперь следующую сторону, вот эту вот уже сторону, я оплетаю именно вот уже светлыми трубочками. И начинаю ее, опять-таки, вот обязательно от средней трубочки. Вот которая у меня, она коричневая. Но я вот сюда сейчас подставлю свою трубочку вот так. Вот. И от нее начинаю оплетать вот вторую половину окружности своей. Вот так. Эти трубочки можно было, конечно, уже заправить и обрезать, но пока вот не хочу. Не знаю, что у меня здесь еще будет дальше получаться. Вот. Один круг прохожу от начала до конца, потому что это позволяет. Вот сама по себе форма. Здесь обязательно вот я хочу ее подвести под коричневую, так чтобы сильно такого разрыва не было. В расстоянии я имею в виду вот разрыва, чтобы не было. Вот так. И возвращаюсь вот сюда опять светлой трубочкой. Вот так. Опять-таки до тех пор, пока вот это место не заполнится. Вот на этом колечке. А потом уже вот эти вот щучки заплету. Так же, как вот здесь на коричневом этом самом фоне. Так, ну вот посмотрите. Все я уже сделала так, что моя формочка совпала. Вот мое лекало с моей плетенкой. И теперь вот сюда подставляю рабочую трубочку, еще одну коричневую. Я почему сюда? Потому что мне удобнее от того, что я плету слева направо. И теперь вот все это вот так вот закрепляю по кругу веревочкой. Если веревочкой не проплести, все это что распустится. Поэтому вот все трубочки, которые у меня остались незаконченные, я их сейчас просто пока что определяю вовнутрь. Вот они. Так, ну вот прошла я до конца веревочкой. Теперь подставляю форму вот сначала на коричневую часть. И прикрепляю ее вот так вот прищепочками. Все стоечки. Вот так вокруг к формочке. И начинаю оплетать вот коричневую часть. То есть каждый раз вот на этой вот самой средней стоечке, вот она у меня, ее хорошо заметно, потому что количество стоячков как раз таки вот и распределяется вот на этом стоячке. И начинаю оплетать вот эту вот вазочку
коричневую вазочку. Сейчас вот несколько рядов пройду, для того, чтобы уже потом можно было оплетать ее без формы. Тогда можно будет подумать о том, чтобы переставить форму на другую сторону и попробовать проплести до определенного уровня, допустим, светлую часть. Ну, хотя, в принципе, все равно придется вот на средней стоечке, на среднем стоячке рабочие трубочки от светлой вазочки придется протаскивать между рядами, которые заворачивать придется вот на этом стоячке, их придется протаскивать. Вот так. Ну, с лицевой стороны, скажем так, это все закроется, потому что будет еще две мордочки, да, вот одна и вторая мордочка. А с изнаночной стороны, с обратной стороны, скажем так, этой, ну вот, можно будет придумать что-нибудь такое относительно хвостиков. Хвостики будут и на той вазочке, и на другой вазочке, потому что это два, скажем так, бычок и корова будет. Вот. И поэтому что-нибудь придумаем для того, чтобы закрыть, или если будет не очень хорошо смотреться, но я думаю, что так уж сильно плохо уж смотреться и не будет. Вот. Ну и все, и теперь я просто заворачиваю назад. Значит, здесь уже решение каждого. Поворачивая на последнем стоячке, определяемся, как плести: обратной веревочкой или просто прямой веревочкой. Тогда как бы не будет гладкое плетение, а будет все время косичкой туда-обратно, да? Вот как вы считаете нужным, как вам интересней это видеть, так можно и сделать. Но я вот хочу, чтобы это было гладкое, и буду обратно возвращаться обратной веревочкой. Что такое обратная веревочка? Я думаю, уже особенно сильно объяснять не надо, потому что это, ну, хотя можно сказать пару слов. Значит, если бы мы плели прямой веревочкой, то мы бы завели вот так трубочки. Сначала вот верхнюю за стоячок, а при обратной веревочке сначала подводим под низ и заводим за стоячок. Вот так. Это сверху трубочка кладется. Опять нижнюю подводим вверх и переднюю трубочку заводим за стоячок. Сейчас я наращу рабочие трубочки. Значит, несколько рядов пройду, покажу вам, что у меня получается потом. Так, ну вот еще внимание ваше немножечко отвлеку. Значит, когда я дохожу до трубочки, которая является у нас общей и для этой вазы, и для этой стоечки, значит, я что делаю? Вот одну трубочку не довожу до конца, а другую трубочку разворачиваю. И при этом что у меня получается? Сейчас я вам покажу. У меня получается, что вот здесь, вот между каждым рядом, вот здесь будет сейчас хорошо видно, посмотрите, пожалуйста. Вот между каждым рядом получится вот такая вот маленькая окошечко, которое как раз-таки и послужит для того, чтобы потом можно было спокойно, безболезненно для плотности протянуть именно вот светлую трубочку, когда начнем оплетать вот светлую вазочку. Ну, пока что я вот говорю, я пока что не поняла пока, можно ли, допустим, сделать так, чтобы сразу две вазы поставить нельзя, чтобы оплетать сразу одну и вторую. Это значит, можно, в принципе, конечно, один ряд пройти этой стороной, пройти этой. Но опять-таки каждый раз нужно что? Будет прицеплять, вот прикреплять вазу, чтобы для нее оплетать. Если кто-то, допустим, плетет подобные вещи без формы, здесь проблем совершенно никакой нет. Сначала прошли одним цветом, потом вернулись проложили второй ряд светлыми трубочками и так далее. Но вот мне пока, я без формы пока обойтись не могу. Особенно круглые. Квадратные, прямоугольные еще как-то можно. А вот круглые пока у меня не получается. Поэтому вот покажу вам так, как это я вижу, как я умею. Так, вот хочу вам показать, что у меня получилось. Значит, все, я уже вот вышла за формочку. И больше пока плести не буду, потому что как только вторая часть будет готова, тогда уже можно будет сделать и загибочку.
Вот сразу вот оплетаю и то, и другое. Значит, сейчас на первом этапе мне надо заменить вот здесь вот мою стойку. Я не буду даже обрезать. Так, сейчас поглубже ее воткну сюда. Вот так, светленькую трубочку. Лучше, конечно, сразу вниз ее. Вот так. Потому что вот эту трубочку я сейчас обрежу коричневую. Сейчас вот здесь вот подклею ее, чтобы она у меня подсохла потом и не вытащилась. Так. Можно, в принципе, сейчас вот так пока загнуть. Вот сюда, вот эту стойку не обрезать. Ну, с другой стороны, если сейчас не обрезать, тогда она останется торчать пеньком. Вот так. Лучше обрезать сразу. Вот так. И теперь, как и с той стороной, сначала прикрепляю, значит, форму вот таким образом. На прищепочке. Так вот, как вот выяснилось, можно даже не обязательно каждую. Вот и начну с того, что подкрепляю сразу рабочие трубочки. Вот так вот сюда. Я сейчас закреплю до конца. Так. Единственное, за что переживаю, что придется потом при протаскивании рабочих трубочек отсоединяться. Но не думаю, что придется. Значит, все, вот сейчас подставляю 2 трубочки вот так сюда. И начинаю оплетать веревочкой. Точно так же, как и ту вторую, вот ту половинку, которую я уже оплела. Четко по форме, никуда ничего не отступая. Вот так. Трубочка выскочила, сейчас я туда ее заправлю вовнутрь. Так. Так, когда дело дойдет до загибки, стоечки придется, конечно, либо сильно увлажнить, либо просто вообще поменять. И сделать загибку на отдельных стоячках. На других трубочках, я хотела сказать. Ну все, вот сейчас пройду несколько рядов, покажу вам, как я буду протаскивать вот эти вот трубочки рабочие. Так, ну вот хочу вам показать, как можно протаскивать, значит, трубочки. Вот как раз таки вот этот самый кармашек, который получился, вот. Сюда я его протаскиваю, эту вот трубочку. И, естественно, что вывожу обратно. Вот она. Заполнила этот кармашек. Здесь вот я трубочку неправильно расположила чуть-чуть. Вот так. И, как всегда, заворачиваю же на этой трубочке. И все, начинаю оплетать дальше обратной веревочкой до следующего края. Опять вернем. Там я точно так же протащу свою трубочку в кармашек от коричневой трубочки. И таким образом заплету вот всю вазочку с этой стороны. Другого, она будет другого цвета. Вот так. Так, ну вот хочу показать вам, что у меня получилось. Вот такая шкатулочка, вернее вазочка. Вот, и теперь хочу сделать загибку изиду. Там, здесь у нас в изиде веревочка из 3 трубочек. Вот, и в середине хочу, чтобы была белая, а по краям будет коричневая. Вот так. И, естественно, когда будем опускать стоячки, вот, каждый будет в своей половине
в своей половине. Он будет именно такого цвета, какой нам надо. Вот так. Так, веревочка из 3 и опускаем стоячки. Вот так. Сейчас, как только будет готова наша ваза, можно будет заниматься уже плетением головы. Как раз таки вот вопросы и были в последнее время, связанные с тем, что значит, непонятно, как сделать именно голову в такой шкатулке, вернее вазочке. Вот. Заодно и рассмотрим этот вопрос тоже. Вот так. Загибка изида. Вазочка получилась, ну так, нормально, недостаточно, не сильно глубокая, не очень мелкая. Такая. Так. После загибки выровняем вазу так, чтобы она получилась в форме 8. Она и так сейчас в форме 8. Вот. А после загибочки будет все нормально. Так, ну, я думаю, понятно, да? Сейчас до конца дойду, покажу, как завершить. Так, вот у меня осталась последняя стоечка. Рабочую трубочку подвожу под стоячок и сюда же опускаю вот последний стоячок. Вот так. Так, и теперь нам нужно заправить еще вот 2 вот этих вот оставшихся, 2 рабочих трубочки оставшиеся. Значит, вывести нам нужно ее так, вот, чтобы вот эти вот уже опущенные, вот стежочки вот эти вот не должны перекрываться. Поэтому сначала заводим трубочку в ту самую, вот под ту самую стойку, куда мы сейчас заправили только что последний стоячок, и выводим вот сюда под все вот так наружу. Вот так. И последнюю трубочку. Вот сюда мы завели, вот вывели, то есть отсюда. Значит, трубочка должна лечь вот сюда, под этот стоячок сначала. Сюда вовнутрь, вот так. И выйти под все, под следующий стоячок, вот сюда. Вот так. Так завершилась загибка изида. Ну, теперь надо, наверное, отгрунтовать, чтобы можно было все это обрезать, а потом уже заниматься головой. Значит, смотрите, если нам нужно, чтобы наша вазочка была более такой вот утонченной, ну, в смысле, как вот похожей на 8, вот так, то, значит, при грунтовке нам нужно придать ей форму, вот так, и высушить так, чтобы она приняла вот такую форму приняла, вот так. С вазочкой все. Теперь, пока все это сохнет, отгрунтуется, высохнет, можно заняться будет головой. Так, ну для того, чтобы сделать голову, вот я сделала 2 каркаса. Один коричневый, другой вот белый. Единственное, что нужно определиться, делать ли, оставлять ли на коричневой стороне этой вазочки коричневую голову, а на светлой голове, на светлой части светлую голову. Если, допустим, сделать ее наоборот, вот сюда здесь сделать коричневую, а сюда светлую голову, тогда нужно иметь в виду, что вот эта часть, которая будет прикасаться друг к другу, вот 2 головы, да, она должна быть более плоская, чем вот этот краешек, который закругленный. Вот. Потому что здесь их нужно вместе вот так вот
бы соединить вот эти две головы. Вот. И даже так, чтобы вот рога переплетались, вот, может быть, даже вот таким вот образом. Вот. Ну, это, конечно, уже каждый сам как считает, то так и располагает. Но я все-таки решила вот светлую оставить на светлый, темный на темный. И вот два таких каркаса получилось у меня. Значит, вот эта сторона более такая прямая. Она будет вот так прикасаться один к одному. А здесь, естественно, что? Так, для того, чтобы вот оплести такую голову, я набрала вот такие вот стоячки. Расположила их вот таким вот образом. Теперь начинаю оплетать. Оплетать начинаю веревочкой. То есть сетевым плетением. Вот таким вот образом. По мере необходимости потом добавляем еще стоячки, потому что сразу все равно все не набрать. К низу голова немножечко закругленная. Как можно плотнее прижимаю к проволоке, к нижней части каркаса. Вот таким образом. До тех пор, пока не дойду до краюшка, буду заворачивать вот так. И обратно. Вот теперь можно будет уже здесь добавить с одной стороны еще стоячок и с другой стороны еще стоячок. И до самого верха таким вот образом. Оплетаем, заполняя весь каркас. Так. Прижимаем поплотнее, чтобы это было вот таким образом. Так. До самого верха. Вот. Рога хочу сделать черного цвета. И у того, и у белой, и темной головы. Ну вот, как видите, я распределила трубочки так, что даже не пришлось и добавлять еще стоячки. Вот так. Так до самого конца. Сетчатым плетением. Вот как только до этого места вот дойду, до самого верха, да, нужно будет сначала оплести рога, а потом уже вот заправить вот эти вот трубочки. Вот так. Я потом покажу. Так, ну вот немножко не доходя до края, осталось она, наверное, где-то 2 миллиметра вот так. Начинаю теперь оплетать рога. Вот так. Окручиваю таким вот образом. Темными трубочками. Так. Здесь если чуть-чуть даже будет выглядывать вот такое светлое. Думаю, что страшного ничего, но можно и нарастить, если что. Вот. И с этой стороны то же самое сейчас сделаю. Так. Ну вот такая вот белая голова получилась. Вот.
Сейчас можно начинать коричневую, точно так же. Так, ну вот я прикрепила головы к вазочке. Сплела еще по одному ушку с одной стороны, с другой стороны, потому что эти два ушка не видны. Прикрепила головы так, чтобы вот они друг на друга находили. Немножечко, чуть-чуть, вот так. И вот придала им такое выражение их мордочек. Вот. Здесь получилось вот так. Вот такая вот вот такая вот вазочка получилась. Хвостики их один и второй прикрепила. Ну, естественно, прикрепила сюда вот такой мех, для того, чтобы создать им вот такое вот выражение. Вот так. Ну, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч, всего хорошего, до свидания.